Привет всем! Я хочу поделиться вот этой пряжей еще раз. Вчера я уже выставляла короткое видео о новых поставках. И вот работаю сейчас над листингом, чтобы выставить эту пряжу в своем магазине. И в итоге в этой поставке я обнаружила еще два цвета. То есть, значит, начинаем сначала. Это у нас буклированная пряжа. Это у нас Gigi Filati, 50% меринос, 50% шелк, 310, извините, 310 метров на 100 грамм. И здесь у нас есть очень-очень элегантные пайетки. Значит, пайеточки здесь 2 миллиметра. Они расположены на достаточно далеком расстоянии друг от друга, но на равномерном расстоянии. Значит, вот такие три цвета есть. Первый цвет это вот такой вот коричневый. Он не шоколадный, он с разным, тут разного цвета коричневый оттенок. И в настоящей жизни он более такой, знаете, как mushroom color, грибной коричневый. Очень красивый, очень элегантный цвет. И пайетки на нем тоже коричневые, то есть они в цвет пряжи. Ниточка здесь состоит из 3 ниток буклированных и одна очень тоненькая нитка, на которую нанизаны пайетки. Следующий цвет это вот такой голубой цвет. Он больше похож на голубой джинс. Как вы видите, здесь присутствует темный синий или темно-голубой и светло-голубой. Создается такой эффект меланжа. Пайетки тоже голубого цвета. Очень-очень элегантно смотрится. Состав, конечно, великолепнейший. И вот мой любимец. На камеру он не такой, как он в жизни. На самом деле он очень глубокий петролевый цвет. Знаете, такой, когда он и не синий, и не зеленый. Он темный, темно-морской волны. Вот такой. Или, знаете, есть такое предгрозовое небо. Очень темный, синий, такой... как сказать, океан, да, цвет, вот что-то такое. Ну, в общем, очень темный петроль. Я его назвала на своем сайте Deep Petrol. Тоже бесподобный цвет, очень красивое сочетание пайеток под цвет пряжи, тоже темно-синее. Такое, то есть очень-очень элегантный. Вот, как вы видите, опять же, вот так выглядит вот сама пряжа. 3 ниточки букле и одна ниточка тоненькая, на которой нанизаны пайетки. Значит, я из нее уже связала образец. Вязать было очень легко. Это одно из тех букле, которые очень легко вяжутся. И если нужно, распускаются. То есть для начинающих, кто боится букле, это просто бесподобный вариант. Это первое. Ну, естественно, состав, меринос и шелк дают о себе знать. Качество отменнейшее, на ощупь бесподобно, после стирки еще больше помягчело. То есть очень-очень красивый эффект. И когда образец связала, знаете, нету такого вот эффекта таких вот колечек. Наоборот, пряжа такая получилась. Ну, вы увидите. Заходите на мой сайт. Как только он высохнет, я его только постирала. Как только он высохнет, я его добавлю в свой листинг и опишу, что именно случилось с этим образцом. Вязала я образец в одну ниточку, спицы номер 4 американский или 3,75 европейский размер. И очень легко вязать, и на ощупь просто, знаете, испытываешь удовольствие, когда вяжешь такую пряжу. Тем более букле. То есть я бы назвала эту пряжу букле, которая очень легко вязать. На ощупь пряжа бесподобнейшая. Вот. Просто даже сейчас ее трогаешь, она такая немножко прям масляная. То есть из-за шелка она просто великолепная на ощупь. То есть это одних вот из тех пряж, когда я получаю и просто любуюсь на нее. Вязать было очень-очень легко. После стирки пряжа пока еще мокрая, не могу сказать ничего много о ней. Вот, но на ощупь, да, немножко раскрылась, выровнялась. То есть, если у вас проблемы есть с рядностью, то здесь, конечно, ее не видно вообще. В общем, вот такие вот три цвета. Еще раз, 50 перенос, 50% шелк,
310 метров на 100 грамм. Вязать в одну нитку очень-очень легко. Можно ее также еще с чем-нибудь скомбинировать, если вы хотите более зимний вариант. Две нитки, я не знаю, это смотря что вы хотите вязать. На мой вкус нет, для меня это толсто. Но если ее смешать, например, с мохером, с альпакой, с кашемиром, с травкой, получится великолепнейший эффект. Вот, но в то же время здесь вот это букле, букляшки настолько сами по себе самодостаточные, что мне кажется, в зависимости от вашего образца или что вы хотите вязать, я думаю, что эта пряжа и сама просто великолепна. И как у нас все любят мистера Брунелла Кучинелли, то из этой пряжи, естественно, много очень можно навязать из его коллекции. Ну и мне кажется, и свое можно придумать очень даже неплохо. Вот, так что вот так вот. Великолепный цвет Mushroom. На камеру он немножко не такой, в жизни он темнее. И здесь очень несколько оттенков коричневого. На камеру передается плохо. Джинсовый оттенок. И вот такой цвет. В жизни он зеленее. Очень-очень-очень темный, rich, deep petrol. Вот такой color. Так что заходите на мой сайт aluni.com, пожалуйста, ставьте лайки или дизлайки, если вам не нравится, задавайте вопросы. Я всегда буду очень рада на все ваши вопросы ответить. Ну все, пока.